Всем привет! Сегодняшнее видео будет про опалубку, точнее о том, как я буду ее делать для заливки полистирол-бетона. Снял 4 листа ОСБ со своей мастерской. Мастерская у меня сейчас вся завалена пенопластом. Также купил металл сечением 20 на 30, толщиной 1,5 мм. И вот еще кусочки. Буду из него варить каркас для листов из ОСБ. Стандартный лист ОСБ имеет 2,5 на 1,25 м, поэтому будем разрезать его ровно на половинку, получим примерно 62 сантиметра. Если посмотреть на любой лист ОСБ, особенно бэушный, то мы прекрасно видим, насколько далеко не идеальная геометрия у этих листов. Поэтому без каркаса собрать опалубку, к примеру, для заливки полистиролбетона совсем не получится. Поэтому настоятельно вам рекомендую, если соберетесь делать опалубку из ОСБ листов, делайте ее с каркасом не из дерева, потому что из брусков, конечно, тоже можно собрать каркас, но из металла это получится идеально ровная геометрия, потому что дерево в любом случае где-то сырости напитает, где-то на солнышке постоит, рассохнется, и его всего поведет, покоробит. А металл, если сварить ровненько металл, то это будет идеальная опалубка. И впоследствии, после того, как зальете стены, этот металл весь из опалубки можно разобрать и пустить на какие-нибудь другие нужды. К примеру, не знаю, там навес под машину сделать, фермы сварить какие-нибудь из металла. У меня вон швеллер сварен, но швеллер на сегодняшний день столько стоит, что космос. Поэтому вот из таких вот кусочков металла можно сварить прекрасную ферму, даже с большим пролетом. И вот так вот выглядит опалубка, уже напиленная по размерам. Получилось 4 листа, 8 кусочков высотой 62 сантиметра и заглушки шириной 20 и 30 сантиметров. 20, соответственно, для стен под мастерскую и 30 для стен дома. Почему так много? Потому что как минимум 2 по краям, да, а остальные закрывать проемы окон. То есть, допустим, если на опалубку попало окно, нужно его закрыть так, снизу, допустим, и вот так вот. В общем, 4 как минимум кусочка только на одно окно пойдет. Поэтому сделал немножко с запасом. И потом по центру еще прибью брусок, пятерочку, 5 на 5, для того, чтобы получился такой паз-гребень. Для того, чтобы, когда заливать, чтобы не было мостиков. Ну, не мостиков холода, а чтобы не продувалось. То есть, чтобы был паз-гребень. Так, ну и второй этап работы с опалубкой – это работа с армокаркасом. Напилил ровненькие перекладины по 3 штуки в середине, 52 сантиметра они имеют. И длина основного прута 2,40. Все выставил строго по уровню, чтобы не было никаких перекосов, потому что любой перекос при заливке стен – это будет кривизна самих стен. Поэтому все нужно выставить ровно по уровню и в таком состоянии варить. Для того, чтобы каждый раз не собирать каркас по уровню, я просто новый каркас ставлю на уже сваренный. И так получается все идеально ровно. И вот таких вот 8 аккуратненьких каркасов получилось. Все очень ровные, один к одному. 2 такого у меня получилось с 2 перегородками, что-то я с металлом плохо рассчитал, и остальные с 1. Если в этом месте будет какое-то пузо выдувать, придумаю еще какие-то перегородочки. Ну а так получается 80 сантиметров между этими. Ну, думаю, что ничего там выпирать не будет. Разрезал пленку по размерам, по размеру листа. Сейчас буду загибать вот так вот и степлером пристреливать. Короче, вот так вот получилось. Обтянул все пленкой. Но, честно говоря, что-то мне кажется, что это все полная фигня с этой пленкой. Смотрите, вот поставил 2 листа. И вот пока ставил этот лист,
уже торцом просто сошкрябал свеженаклеенную пленку. То есть мне кажется, что в условиях стройки эта пленка проживет ну, максимум 1-2 заливки. В общем, пока что оставлю пленку на листах. Если будет обдираться, уже прямо на стройке, возможно, пройдусь краской. Ну а сами листы OSB к металлокаркасу решил крепить самым незамысловатым способом, просто на проволочке. То есть сверлю 2 дырочки, пропускаю проволоку с этой стороны и с этой стороны прикручиваю. Изначально думал крепить на заклепке, но заклепка имеет, получается, длину меньшую, чем лист OSB. Поэтому для того, чтобы, допустим, с той стороны просверлить OSB и закрепить в металлокаркасе, нужно тогда под заклепку, получается, еще высверливать в глубину OSB, а оно само по себе всего 10 мм, поэтому это тут вообще хлипенький получится кусочек OSB. Ну и в принципе проволока сама по себе, она только лишь несет функцию удержания OSB к металлокаркасу, потому что когда будет собрана с 2 сторон опалубка, то саму опалубку будет удерживать металлокаркас, а металлокаркас будет в свою очередь крепиться на шпильки. Шпильки, скорее всего, тоже не буду просверливать металлокаркас, а буду рядышком, наверное, просверливать через OSB. Так намного легче. И на какой-нибудь, наверное, деревянный брусок, чтобы была больше площадь, каким-то образом, наверное, закреплять к металлокаркасу. И в таком случае получится идеально ровная геометрия, потому что профильная труба имеет очень хорошую геометрию. Ну а лист OSB, отцентровал его по центру металлокаркаса. Вот так вот я мерил. То есть ровно по 30 миллиметров с обоих сторон, чтобы соблюдать хорошую геометрию. Ну, в общем, как-то так. Купил 16 шпилек резьбовых М10 метровых, то есть буду их распиливать наполовину, получится 32 штуки, по 8 штук на один лист, точнее, ну, на 2 листа с 2 сторон. То есть раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. 8 шпилек на один лист, чтобы были не слишком большие пролеты, чтобы не было каких-то прогибов во время заливки. «18 килограмм». В общем, нелегкая получилась, но придется сделать тяжеленькую для того, чтобы была хорошая геометрия опалубки и, соответственно, будущих стен. И вот такие вот 8 листов абсолютно ровной опалубки в итоге получилось. Вот, останется только разметить под шпильку места для сверления, и в принципе опалубка будет готова. Вот такая вот опалубочка получилась для заливки стен из полистиролбетона. Так. Сейчас буду мерить их. Ага, и будет опалубка из них, правильно? Будет опалубка из них. Правильно, молодец. Скажи, ставьте лайки мне все. Ставьте лайки.